друзья! Вы на канале Шьем и Вяжем. И сегодня у нас будет мастер-класс по вязанию вот такого вот рюкзачка из трикотажной пряжи. Для того, чтобы связать этот рюкзак, нам, конечно, потребуется трикотажная пряжа. Зеленой пряжи на него у меня ушло почти 2 мотка. И немного белой, например, 50 грамм вы можете купить. Замочек портфельный и 2 крючка, номер 9 и номер 6. Размеры моего рюкзачка. Его дно длиной 26 сантиметров, шириной 13 и высота рюкзака 24 сантиметра. Сначала будем вязать дно рюкзака. Набираю 12 воздушных петель зеленой нитью. Теперь делаю петлю подъема и вяжу 11 столбиков без накида. Пропускаю 2 петли от крючка и в третью вставляю крючок и вяжу столбики. Последнюю петлю, в которой я провязала 11 столбик, я провязываю еще один столбик без накида. Теперь мне нужно развернуться, сделать здесь скругление и продолжать вязать ряд по другой стороне. Петелька воздушная состоит из 2 стенок. Я вязала столбики за одну стенку, теперь буду их вязать за другую стенку. Теперь в последнюю петлю за другую ее стеночку вставляю крючок и вяжу в нее 2 столбика без накида вместе. Теперь вяжу 10 столбиков без накида по одному. При этом свободный конец нити я ввязываю в ряд. И в последнюю петлю, из которой я вывязывала столбик подъема в начале ряда, я провязываю 3 столбика без накида вместе. И провязываю соединительную петлю со столбиком подъема. Начинаем следующий ряд. Делаю петлю подъема. И вяжу 10 столбиков без накида по одному в столбике предыдущего ряда. Теперь я провязываю по 2 столбика без накида вместе в 4 столбика предыдущего ряда. У меня должно получиться 8 столбиков на скруглении в этом ряду. Дальше вяжу 10 столбиков без накида по одному в столбике предыдущего ряда. Теперь вяжу по 2 столбика без накида вместе в 3 столбика предыдущего ряда, потому что в последнем у меня будет петля подъема. Провязала 6 столбиков, у меня должно получиться 8. У меня петля подъема как один столбик, то есть у меня их уже 7, и мне нужно провязать еще один столбик в то место, откуда у меня петля подъема начала ряда. И теперь провязываю соединительную петлю с петлей подъема. Следующий ряд делаю опять петлю подъема
И вяжу 10 столбиков без накида по одному в столбике предыдущего ряда. Теперь опять будем скруглять. Провязываю 2 столбика без накида вместе, затем 1 столбик, потом опять 2 столбика вместе и 1 столбик, 2 вместе, 1 столбик, 2 вместе и 1 столбик. И вяжу 10 столбиков без накида по одному. Теперь с этой стороны скругляем точно так же, как и с этой. Должно получиться 12 столбиков. Но так как петля подъема она идет за 1 столбик, тогда должно быть 11 столбиков. И теперь провязываю соединительную петлю со столбиком подъема. Я провязала 3 ряда дна. Нужно провязать еще 2 ряда. Делаю петлю подъема и вяжу 10 столбиков без накида по одному в столбике предыдущего ряда. Теперь вяжу 2 столбика вместе, 2 столбика по одному, 2 столбика вместе, 2 по одному, 2 вместе, 2 по одному, 2 вместе и 2 по одному. У меня получилось 16 столбиков на скруглении. И теперь вяжу 10 столбиков без накида в столбике предыдущего ряда. Теперь я скругление провязываю здесь точно так же, как и здесь. Здесь у меня было 16 столбиков, а здесь у меня должно их быть 15, потому что 1 столбик — это петля подъема. И теперь провязываю соединительную петлю со столбиком подъема. И теперь вяжем последний ряд. Делаю столбик подъема и вяжу 10 столбиков по одному. И начинаем скругление. Вяжу 2 столбика вместе, 3 столбика по одному, 2 столбика вместе, 3 столбика по одному, 2 вместе, 3 по одному, 2 вместе и 3 по одному. Теперь 10 столбиков без накида. И делаю скругление так же, как и здесь. У меня здесь получилось 20 столбиков без накида, здесь должно получиться 19.
20 столбик — это столбик подъема начала ряда. И провязываю с ним соединительную петлю. Теперь обвяжем дно по всей окружности. Делаю петлю подъема, и в каждый столбик предыдущего ряда я провязываю один столбик без накида, и вязать буду за заднюю стенку. Дно рюкзака готово. Теперь я начну вязать стенки и одновременно буду ввязывать кольца для того, чтобы потом прикрепить к ним лямки. Одеваю колечко на петельку, вставляю крючок и провязываю петельку подъема. Теперь в первый столбик предыдущего ряда через кольцо я вставляю крючок и провязываю 2 столбика без накида вместе. Затем пропускаю один столбик предыдущего ряда и в следующий вставляю крючок и провязываю 2 столбика без накида вместе. Затем опять пропускаю один столбик и в следующий провязываю 2 столбика вместе. Теперь пропускаю опять один столбик, в следующий вставляю крючок, провязываю 1 столбик без накида. Теперь буду ввязывать еще одно кольцо. В это же место, куда я провязала столбик без накида, через кольцо я вставляю крючок и провязываю еще 1 столбик без накида. Пропускаю один столбик предыдущего ряда и в следующий через кольцо провязываю 2 столбика без накида вместе. У меня получилось вязано 2 кольца. И дальше продолжаю вязание точно так же. Пропускаю один столбик предыдущего ряда и в следующий провязываю 2 столбика без накида вместе. И так вяжу до конца ряда. В конце ряда мне нужно провязать соединительную петлю со столбиком подъема. Я вставляю крючок в столбик подъема. Зеленая нитка у меня остается за работой, и я ее меняю на белую. Захватываю ее крючком и сразу провязываю петлю на крючке. Делаю петлю подъема и теперь буду вязать белой ниткой. Зеленая нитка у меня свободная, я ее ввязывать не буду. Ввязывать я буду кончик белой нити. Во второй столбик предыдущего ряда, вовнутрь, не под стеночки столбика, а вовнутрь, я вставляю крючок, захватываю нить, вытягиваю ее и провязываю столбик без накида. Теперь в это же место я провязываю еще 1 столбик без накида. Затем я пропускаю следующий столбик предыдущего ряда и во второй после него вовнутрь столбика я вставляю крючок и вяжу 2 столбика без накида вместе. Теперь опять пропускаю 1 столбик и во второй вовнутрь столбика вставляю крючок и вяжу 2 столбика без накида вместе.
Итак, я вяжу двойные столбики до конца ряда. И в конце ряда белую нитку меняю на зеленую. Вставляю крючок в столбик подъема, захватываю зеленую нить и провязываю ей петлю на крючке. И теперь буду продолжать вязание зеленой ниткой. Делаю воздушную петлю для подъема. И ряд вяжу точно так же, как и вязала его белым. Пропускаю один столбик предыдущего ряда и в следующий вовнутрь я вставляю крючок, захватываю нить и провязываю сюда в одно место 2 столбика без накида вместе. Дальше опять пропускаю один столбик, в следующий вовнутрь вставляю крючок и вяжу 2 столбика без накида вместе. И так я вяжу до конца ряда. В конце ряда я опять нитку меняю на белую, вставляю крючок в столбик подъема, который был в начале ряда, захватываю белую нить и провязываю петлю на крючке. И теперь вяжу опять белой нитью. После того, как я свяжу ряд белой нитью, я опять ее сменю на зеленую и провяжу последний ряд узора зеленой нитью. В конце ряда вставляю крючок в столбик подъема, который был в начале ряда. Вытягиваю петлю и сразу провязываю петлю на крючке. Ряд закончен. Узор провязан. И теперь я обрезаю белую нитку. И буду продолжать вязание только зеленым цветом. Белую нитку, кончик ее я буду ввязывать в ряд. Делаю петлю подъема. Конец белой нити я буду ввязывать в ряд. Вставляю крючок в первый столбик предыдущего ряда и вяжу столбик без накида. И так я в каждый столбик предыдущего ряда провязываю по одному столбику без накида по всей окружности и до конца ряда. И так я вяжу ряды, пока не свяжу рюкзак нужной мне высоты. Я провязала 14 рядов столбиков без накида. Вот это у меня задняя часть рюкзака, которая будет к спине, и здесь у меня расположен шов. Теперь я обрезаю нитку. И потом я ее буду ввязывать в ряд. Теперь мне нужно связать клапан для рюкзака. Покажу вам так, потому что весь он у меня не влазит в камеру. Я его просто складываю, вот эти вот стеночки, это передняя, та стенка задняя, складываю их друг с другом и определяю, где у меня будут сгибы. По задней стенке, эта стенка, которая у меня лежит на столе, в центральные 17 столбиков у меня будет ввязываться клапан. Переверну задней стенкой наверх. Отсчитывать 17 столбиков мы начнем от второй петли перед швом. То есть по вот этой петле я сгибаю и параллельно сгибаю переднюю стенку. Теперь отсчитываю 17 столбиков и здесь точно так же я сгибаю. Теперь начинаем вязать клапан рюкзака. Начинать я буду от шва, который у меня расположен на задней стенке. Вставляю крючок в верхнюю петлю над швом, захватываю нитку и провязываю воздушную петлю для подъема. Кончик нити я буду ввязывать в ряд, и вот эту нитку, которая у меня осталась от рюкзака, тоже буду ввязывать. В клапане у меня будет 15 столбиков без накида. Также еще нужно ввязать кольцо в верхней части рюкзака, чтобы потом присоединить к нему лямки. Вяжем еще 5 столбиков без накида.
Вяжем за обе стенки. Теперь будем ввязывать кольцо. Через кольцо я вставляю крючок в следующий столбик предыдущего ряда, захватываю нить и провязываю столбик без накида. В следующий столбик предыдущего ряда тоже вставляю крючок и провязываю столбик без накида. И еще один столбик провязываю точно так же. И еще вяжу 6 столбиков без накида. У меня первый ряд провязан. Теперь делаю петлю для подъема, разворачиваю рюкзак и вяжу еще ряд столбиков без накида. У меня их также должно получиться 15. Включаю петлю подъема. Вместе с ней будет 15 столбиков. Итак, мне нужно провязать 10 рядов. То есть всего на клапан у меня должно уйти 10 рядов. После того, как провязали 10 рядов столбиков без накида, провязываем последний ряд. Делаю воздушную петлю для подъема, разворачиваю. Первый столбик предыдущего ряда я пропускаю и в следующий провязываю столбик без накида. Итак, вяжу столбики без накида до конца ряда, не довязывая один столбик до конца. У меня осталось 2 столбика предыдущего ряда не провязанных. В следующий я вставляю крючок, вытягиваю петлю, но не провязываю столбик без накида. И вставляю крючок в последний столбик, также вытягиваю петлю. И теперь провязываю все 3 петли на крючке вместе. Это мы маленечко скруглили углы клапана. Теперь я обрезаю нитку, вытягиваю ее. И ее нужно закрепить. И вот так вот мы ее закрепили. Потом этот конец мы вяжем. Теперь будем обвязывать клапан по 3 сторонам, чтобы края у него были красивыми. Начинаем обвязывать вот с этой стороны. В верхнем ряду вводим крючок в крайнюю петлю от клапана. Захватываем нить. Вставляем крючок в первый ряд клапана и провязываю столбик без накида. Затем вставляю крючок в следующий ряд и вяжу еще один столбик без накида. То есть я вяжу в каждый ряд клапана по одному столбику без накида до угла. Я обвязала одну сторону, довязала до угла, и в крайнюю петлю в угловую я провязываю 2 столбика без накида вместе. Разворачиваю. И теперь я буду обвязывать вот эту сторону. Также я провязываю в один столбик предыдущего ряда по одному столбику. И так я вяжу до угла, до следующего. Я довязала до поворота, и теперь в последнюю, в крайнюю петлю, которая на углу, я провязываю 2 столбика без накида вместе. Разворачиваю. И теперь обвязываю эту стенку. Первый столбик я провязываю вот в этот ряд, и при этом я захватываю вот этот вот кончик. Можно этот кончик вывести на изнаночную сторону. Я довязала до конца этот ряд. Мне осталось провязать последний столбик. Я вставляю крючок в петлю, вытягиваю нить и вставляю крючок в столбик стенки рюкзака, ближайший к клапану, захватываю нить
и провязываю петли на крючке. Теперь нить обрезаем и закрепляем ее. И крючком закрепляем нить внутри ряда. Теперь можно украсить клапан, обвязав его по периметру белой нитью. Для этого я взяла крючок номер 6. Вот здесь у меня начиналось обвязывание. Я вставляю крючок под первый столбик. С изнаночной стороны я захватываю нить белую. Теперь крючок вставляю под следующий столбик обвязывания. Захватываю нить и провязываю петлю на крючке. Под следующий столбик крючок. И провязываю петлю на крючке. И так я провязываю по всем 3 сторонам. Теперь обрезаю белую нить. И закрепляю ее внутри ряда с внутренней стороны. Теперь мне нужно связать завязки, чтобы стягивать рюкзачок. Для этого от края клапана вправо я отсчитываю 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Ввожу вовнутрь столбика крючок. Захватываю нить. И вяжу цепочку из воздушных петель нужной мне длины. Я набрала цепочку из 50 воздушных петель. Теперь обрезаю нитку и оставляю кончик сантиметров 40, ну, можно 50. Втягиваю немножко петельку. И теперь я сгибаю рюкзачок, как он у меня будет в готовом виде смотреться. Отсчитываю по передней стенке от края сгиба 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вставляю крючок в 4. Теперь сгиб, который у меня напротив, я в него тоже вставляю крючок под столбики. И захватываю петельку. И теперь мне нужно всю цепочку протянуть на лицевую сторону рюкзака. Вытянула цепочку. Теперь будем делать кисточку на ее конце. Для этого, для кисточки мне понадобится белая нитка. Отмеряю длину нити 30 сантиметров. И нарезаю таких несколько штук. Я отрезала 15 нитей. И теперь продеваю их в петлю. И петлю распределяю на середине нитей. И затягиваю ее. Формирую кисточку и обматываю ее зеленой нитью. Вот кисточка готова. Осталось только подровнять ее концы. Теперь точно так же делаем вторую завязку и кисточку на ее конце. Теперь будем делать лямки для рюкзака. Лямки у меня будут зеленой нитью. Я оставляю длинный конец нити, чтобы потом его заправить в лямку. И начну ввязывать лямку в верхнее кольцо. Вы можете лямки привязать к карабинам сначала и потом карабины пристегивать к кольцам. Я буду делать сразу. Крючок у меня потоньше, номер 6. Вставляю крючок в кольцо, захватываю нить, делаю накид, провязываю петлю. Вставляю крючок опять в кольцо, вытягиваю петлю, делаю накид,
провязываю эту петлю, накид и провязываю 2 петли на крючке. Теперь разворачиваю. У меня вот здесь вот образовалась петелька, я в нее вставляю крючок, делаю накид на крючок, вытягиваю через вот эту петлю нить, у меня получилось 2 петли на крючке, делаю накид и провязываю эти 2 петли. Опять разворачиваю. Теперь у меня здесь получилось 2 петельки. Вот в этом месте я в них вставляю крючок, накид, провязываю через них 1 петлю, накид и провязываю 2 петли. Опять разворачиваю. И все то же самое. Здесь у меня 2 петли, я в них вставляю крючок, накид, провязываю 1 петельку, накид и провязываю 2 петли. Если я не ошибаюсь, то этот узор называется гусеничка. Разворачиваю и продолжаю вязать точно так же. Итак, я вяжу лямку нужной мне длины. У меня лямка получилась длиной 70 сантиметров. И теперь я ее буду привязывать к нижнему кольцу. Продеваю петельку в нижнее кольцо, вставляю крючок. И дальше провязываю один элемент лямки. Точно так же, как и предыдущий. Вставляю крючок в 2 петельки, накид, вытягиваю 1 петлю, накид и провязываю 2 петли на крючке. Теперь я обрезаю рабочую нитку, оставляю кончик подлиннее, чтобы его можно было заправить вовнутрь. Вытягиваю петельку и теперь закрепляю нить. И теперь свободный конец я вдеваю вовнутрь лямки. И верхнюю нить тоже нужно закрепить. И вторую лямку вяжем точно так же. Теперь точно так же вяжем маленькую ручку. От кольца отсчитываю 3-й столбик вправо, вставляю крючок, захватываю нить, вытягиваю петлю, провязываю ее, затем в следующий столбик вставляю крючок и также вывожу его на лицо, захватываю нить, вытягиваю. У меня получается 2 петли. Я провязываю первую петлю и затем 2 петли вместе. Теперь разворачиваю. Здесь у меня образовалась 1 петелька. Я в нее вставляю крючок, захватываю нить, провязываю 1 петельку и провязываю 2 петли вместе. Опять разворачиваю. И теперь у меня здесь образовалось 2 петельки. Я в них вставляю крючок, делаю накид, провязываю их вместе, эти 2 петельки. И теперь провязываю 2 петли на крючке. Опять разворачиваю, вставляю крючок в 2 петельки, делаю накид, провязываю их вместе, накид и 2 петли на крючке. И так я продолжаю вязать ручку узором гусеничка до той длины, которая мне нужна. Я связала ручку длиной 16 сантиметров, обрезала нитку и теперь мне нужно ее закрепить. От кольца отсчитываю 1 столбик и в следующий, только с изнаночной стороны, я вставляю крючок, захватываю петельку и протягиваю ее на изнаночную сторону. Теперь в следующий столбик я вставляю крючок и продеваю его через 2 петли на ручке. Делаю накид на крючок и вытягиваю петлю. Протягиваю ее вовнутрь рюкзака. И теперь мне нужно протянуть оставшийся кончик нити. В следующий столбик я вставляю крючок, захватываю нить рабочую и вытягиваю ее наизнанку. Вытаскиваю нить, делаю накид
и провязываю все петельки на крючке. Можно их маленько подзатянуть. И теперь только осталось закрепить нить и спрятать ее в структуре любого ряда. Ручка готова. Осталось только прикрепить портфельный замок. Он состоит из двух частей. Верхняя часть крепится к клапану или к крышке, и нижняя часть крепится на рюкзак. Сначала закрепим верхнюю часть. Нужно немножко разжать вот эту часть, где есть зубчики. Находим центр крышки и одеваем верхнюю часть. И зажимаем ее. Нижнюю часть я вставляю в отверстие рюкзака на нужном месте. С внутренней стороны я накладываю вот эту пластинку. И затем отгибаю вот эти вот пластинки маленькие. Замочек я прикрепила. И рюкзак мой готов. Можно к нему еще сшить подклад. Для этого вам нужно будет измерить размеры дна и ширину рюкзака. Подклад можно сделать с карманом или без кармана. Это как вам уже нравится. Можно и вообще и без подклада. Спасибо, что уделили внимание моему мастер-классу, что вязали рюкзак вместе со мной. Надеюсь, что он будет вас радовать и станет вашим украшением. Оценивайте это видео и до встречи в новых мастер-классах.